Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней, ближайшего будущего. Давайте узнаем. Мы не останавливаемся подробно на транзитах, и кому интересно, я приглашаю на свой сайт, оставлю ссылку в описании под видео, прочитайте гороскоп на август, подсказок будет больше. А давайте мы посмотрим, что же там со дня на день произойдет. И первый это у нас карты пасьянса, которые у меня очень давно. Никогда не знаю, что тут выпадет, что тут совпадет. Давайте будем узнавать. Что для вас? Какие события? Какую палитру событий сложат высшие силы? Ну, будем реалистами, всегда об этом говорю. Не загадывайте много времени вперед. Почему? Потому что мы рассматриваем, если это вообще, должна сказать, если это где-то, этот расклад вам чем-то полезен, нравится, откликается, мы можем это повторять. Но я так вижу в среднем неделю, потому что я, по крайней мере, за последующие события все будет меняться, причем меняться очень часто, быстро, неожиданно. И это планетарные, опять же, транзиты, поэтому прихожу к выводу, что нужно какие-то более короткие прогнозы, может быть, делать. Вот есть у меня такая мысль. И поэтому в среднем неделя, если мы о сроках, но у кого-то 2-3 дня. Я допускаю, что у кого-то и до месяца, 2 недели растянется, у кого-то вообще ничего не совпадет. Поэтому, ну, как альтернативный вариант рассмотреть стоит. Итак, что же тут? События со дня на день. Что случится, что произойдет? С чем будут связаны эти события, мои дорогие весы? Смотрю я, смотрите и вы тоже. А вот смотрите, какая-то ссора. Может быть, ссора, даже я бы не сказала, что это ссора. У вас совпадает меч. Раз. И смотрите, у вас еще совпадает маска. Тут, наверное, будет у каждого по-своему. Либо есть конкретная персона, которой вы не верите. Вот просто не верите, и все. И вы вынуждены какую-то дипломатию, а вы дипломаты великие, так вот этот дипломатический свой статус, назовем так, вынуждены сохранять, потому что, ну, есть в нашей жизни, судьбе те люди, которых мы не можем исключить. Может быть, они нам не нравятся, может быть, даже неприятны, а тем не менее, ну, коллег, соседей, к примеру, мы не выбираем, правда? Ну вот и вы словно тогда затаитесь и будете одевать маску. Вот я с учетом именно ножа, я могу такое предопределить. Или что-то подобное, оно уже сложилось. Вы уже избрали такую тактику. Тогда продолжайте. Вот два эти значения как раз это и советуют. Если нам жизнь не оставляет другого, ну тогда, если вы за собой никакого лицедейства прежде не замечали, определенно овладеть этим актерским мастерством, это будет вам во благо. Но, знаете, даже если вы уже видите, что на самом деле, может быть, в ближайшие дни какой-то человек проявится, и вы понимаете, обещал он много или были какие-то прежние договоренности, но меня конкретная персона подводит и может подвести вперед. Тогда это вас, тогда вот этот нож, это, как знаете, глубокое разочарование в каком-то человеке. И тем не менее, маска. Не обостряйте вот этот конфликт все равно. Лучше тогда даже, ну, извините за выражение, затаиться, а мы ничего не добьемся, понимаете? Тут все равно человек останется на своей волне, но вы тогда свои как карты раскроете. Вот такой момент. Поэтому не раскрывайте свои карты. Я, конечно, могу допустить, все таки это у нас и еще пока ретро-Меркурий, и это у нас будет 10-е, 11-е, ну где-то с 12-го там к середине месяца события будут принимать более быстрый темп. Ну так вот, может быть, и за этот период жизнь нам возвращает некоторых персонажей, когда ничего подобного не ожидали, а тут вам от того человека, от которого вы ждали каких-то неожиданностей или с кем произошла ссора, может быть, для кого-то и так. Вдруг о себе этот человек напоминает, и вы становитесь перед фактом, а что же мне делать? И у вас, смотрите, выпадает, тем не менее, у кого-то просто будут различные в разных сферах жизни. Вот это действие происходить или событие, или то, что произойдет, случится. И молния может относиться как и вот
я только что сказала, конкретной персоне, или это может быть какое-то событие по части вашей личной жизни. Все-таки у вас выпадает подкова. Это семья, это любовь, это и буквально наши домочадцы, или наши любимые, это наши близкие, или это стены. Место вашего пребывания сейчас или планируемо на потом. Идем дальше. И я не для всех, но я допускаю любовь, мои дорогие. Все-таки семейное счастье, посмотрите. Любовь, эмпатия. Но лебедь, верность и искренность. Вот эти два основные понятия, вот эти два основные качества. Может быть, и правда, кто-то пытается в вашу жизнь либо вернуться, я такое допускаю, а вы уже этому человеку не верите. Ну а для тех, кто в паре, у кого уже сложившийся союз, ну восхитительно. Может быть и приходят какие-то неожиданности, ну кто знает, пусть это будет все во благо. Но именно личная жизнь, она тут играет разными красками. Может быть и неожиданными, а у вам как будто это по судьбе. У вас еще совпадает крест. Это судьба. И я даже допускаю более того, у кого-то подготовка к свадьбе. Ну, понятно, не у всех, но для кого это актуально? Может быть и помолвка какая-то, или вы будете, в принципе, что-то подобное планировать по тем отношениям, которые, ну, может быть, и длились уже какое-то время, потому что у вас одновременно еще совпадает венок. Вот когда в этом пасьянсе крест и венок, это и означает свадьба. Или как, ну, согласие один другому дает, что теперь мы отныне и вовеки вместе. Вот какие-то такие добрые энергии могут быть. И посмотрите, тем более лебедь, любовь, искренность, верность и семейное счастье. Но даже для тех, кто в паре, кто человек семейный, может быть, это ваши дети, у кого-то внуки, может быть, и встречи я такое тоже могу допустить. Все-таки вот эта молния, может быть, это вам кто-то звонит, или вы с кем-то общаетесь, и будете планировать вот эту самую долгожданную встречу. Все же мы все разные. Но посмотрите, какие добрые энергии. А вы ведь в самом начале как будто на стороже. Вот этот нож и маска. Кому-то вы не верите. А тут раз, и жизнь приобретает какой-то иной оборот. Вот я это вижу. Слушайте, а вообще на всякий случай от чего-то не отказаться. Вам не просто по судьбе, а смотрите, у вас еще и ангел выпадает. Тут кто-то может прийти на помощь. Может быть, я допускаю, хоть деньги не совпали, но все-таки мы говорили по именно по подкове. Это дом или вопросы, которые связаны с недвижимостью. И здесь его величество случай, и я это допускаю. И есть, может быть, то лицо, которое вам оказывает содействие. Будьте внимательны, не упустите возможность, так и хочется сказать. Потому что любая возможность – это короткий промежуток. Сегодня есть, а завтра уже нет. Поэтому куй железо в некоторых вопросах пока горячо. Но здесь для вас, посмотрите, что-то складывается очень красиво. Ничего не отказывайтесь. Вот есть такая фраза: всех пускать, никого не выпускать. Но вот что-то подобное так и хочется мне сказать, потому что, ну, может быть, и есть и темы, в которых вам еще предстоит разбираться. Все-таки и молния есть тут, неожиданность. Есть тут и то, что вам явно не нравится. Но есть и то, что для вас-то, но посмотрите, как по судьбе складывается более чем неплохо. Зачем отказываться? В нашем пасьянсе мы можем складывать как по вертикали, так и по горизонтали. Вот я сложила значение ангела. И пока я с вами говорила, просмотрела все остальное, других совпадений в крайних рядах я не вижу. Идем вперед. Ваше настроение, мои дорогие весы, в ближайшие дни или ваше настроение при этих событиях. Что это такое? Давайте узнаем. А ведь и правда. Продолжение какой-то истории. И это карта удовольствия вообще-то. Да, поэтому арканы у нас еще идут и ностальгия. Может быть, это вы о ком-то ностальгируете, какие-то воспоминания. Хотя эта карта
наших близких, наших детей, наших внуков, у кого что. Может быть, для тех, кто один или одна, тут вот нужно тогда не ностальгировать вам тогда взамен каких-то прежних воспоминаний. Что-то складывается для вас очень хорошо, чтобы наяву у вас теперь было счастье, мои дорогие. Все-таки подкова. Емкое очень значение, как и семейное счастье, но так еще и его величество удача. Вот есть такой момент, да. Не упустите, правда, какую-то возможность. Настроение будет хорошее, это правда. И есть контакты с людьми, которым вы доверяете. Но, может быть, не все так однозначно складывается. У кого-то примирение я допускаю вполне. Когда вы закрываете в прошлую дверь, и это имеется в виду примирение, то когда мы друг другу былое не вспоминаем. Или нам самим уже теперь словно легче отпускать какую-то прежнюю ситуацию. Или если вы, дорогие мои весы, долгое время находились таком в душевной неопределенности, какой-то душевный раздрай у вас был внутренний, да, дискомфорт. Вот это тоже завершается. И на смену приходит более добрая энергия. В любом случае, прошлое уже не ногой. То, что уже свершилось, то произошло. Но вы будете что-то рационально передумывать. Ведь это карта будущего. Причем на будущее заслуженного успеха. Вы как переключаетесь в иную плоскость возможностей, потому что это карта возможностей. И мы словно отплываем от какого-то берега, где ничего не растет безжизненного. От прошлого мы отплываем, правда? И это не есть, вот как по десятке мечей, да, обездвиженность. Или, может быть, этот период, это вот на смену именно этому приходит. Первая карта — шестерка кубков. Вот последующее, но оно рациональное. И если еще по шестерке кубков, ну, вот эти эмоции, которые, а эмоции их не приложишь никакой конкретики. Но вы, мои дорогие весы, все-таки конкретику для себя какую-то выстраиваете. Рационализм. Не без этого. Это карта мужества. И вы можете куда-то засобираться в дорогу. Или как-то планы поворачиваются, может быть, и к вам кто-то засобирается в дорогу. Или это будет касаться какого-то вашего проекта, может быть, творческого, и вы за вдохновением за что-то беретесь. Но правда, какая-то патовая ситуация у вас завершается. Это факт. И это все добавляет как и настроение, но вы это настроение или свою жизнь уже не строите именно эмоционально, а вы, может быть, понимаете с прежним опытом, прежним, когда эмоции завели в какой-то тупик, все-таки это нам рассказывают карты, а теперь вы словно из этого тупика уже выходите. Ладно, в каких сферах жизни вам придется принимать важные решения? Давайте узнаем. Чего это касается? Хотя уже шестерка мечей где-то говорит переезды, перемещения, работа и личная жизнь. В целом благополучие, праздник после победы, правда, встреча. Может быть, это у кого-то по части дома важное согласование или возможность, может быть, приобретение жилья, купля-продажа жилья. И я должна сказать, астрологически ведь это тоже так. Это буквально стены и наши близкие. Вот все, что изображено на этой карте. 4 как столпа. Это уверенность, это надежность. И это те люди, которых мы хотим рядом с собой видеть. Но, правда, по вопросам дома, жилья и такому рациональному решению все же. Жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. И вот где-то когда касается и вашей личной одновременно жизни, или места проживания, и еще одновременно ваших близких. Ну, такая взаимосвязь, когда увязаны сразу несколько сфер. А что еще в каких сферах жизни? И вы будете, смотрите, просчитывать, безусловно, что-то по финансам. Как будто есть, приходят возможности, а вот по финансам еще пока что-то провисает, пролоббирует. И вы понимаете, что вам еще предстоит согласовать очень многое, совершить, может быть, и какие-то поездки, или для себя просто что-то просчитать. Вы где-то и готовы к этим неожиданностям, или вот это мужество, у вас его хватает. Потому что тут, знаете, я не могу сказать, что это как ровное шоссе какое-то. Нет, все-таки по пятерке Пентаклей есть недостаток. Недостаток как и взаимопонимания, так и недостаток по финансам. Поэтому еще некоторые договоренности, они не оформлены, может быть, на бумаге, документы, опять же, не оформлены, а может быть, еще и по финансам.
невозможно что-то просчитать. И вы будете как раз этим заниматься. Но вы увидите эти возможности по части финансов. По части финансов выход из какой-то, может быть, даже для кого-то финансовой ямы. Я такое могу предположить. Но это не рывкообразно, это не быстро. Да, это ваш рационализм, мои дорогие, ваше вдохновение. Вы словно маги и волшебники. Если вы думаете позитивно, то для вас и пространство складывает все в какой-то красивый узор. Вам нельзя хандрить, я бы сказала, ни в коем случае, потому что какой-то путь вам придется пройти, ну, не очень быстро. Может быть, вы хотели, чтобы быстрее какой-то вопрос решился, но нет. Тут вам, да, может быть, шаг за шагом, как Вселенная будет посылать какие-то сведения, какую-то информацию, по сути, возможности или вести. Но вам каждый раз придется анализировать, что мне с этим делать, как мне быть. Я не могу сказать, что тут расслабишься. Вот нет. Видимо, ворох накопившихся либо дел, нерешенных вопросов для вас и требует как раз, чтобы шаг за шагом эти вопросы порешать, чтобы они вам не путали жизнь, чтобы вы могли как раз из этой путаницы выйти, и у вас это получится. Пусть даже пошагово, но я тут вижу, что тут вам есть люди, которые могут помогать, оказывать какое-то содействие в той или иной области. Но на самом деле контакты, взаимопонимание, дипломатия и деньги, может быть, и личная жизнь, и дом, вот это буквально требует ваших важных решений. Давайте спросим, поездки, путешествия. Вы тут как будто меняете направление. Собирались в одно место, поедете в другое. Какая-то правда может открыться. Еще один паш. Это вестники. Это вестник, когда, ну, буквально новость, информация. Вы тут что-то можете переиграть. Причем так очень хладнокровно, очень жестко. И не жестко в отношении кого-то, а даже я могу предположить в отношении самих себя. А почему? Это мы видим правду, не завуалированную, не искаженную. А когда, может быть, мы и сами понимаем, мы совершили в чем-то ошибку. Или в каком-то прежнем плане нам не стоит продолжать этот план. Он ни к чему не приведет. Мы тут честны в первую очередь с самим собой. И это нам дает правильные ориентиры. Вот будьте внимательны. Это касается поездок. Собирались в одно место ехать, а тут нет. Вы можете что-то притормозить. У кого-то так, а для кого-то наоборот. Вы ускоритесь. Примите к сведению, нет, вот я или сейчас этим занимаюсь, или потом поезд ушел. Вот что-то такое, как вибрирующее на грани. Нет пока четких, ну вот как цепочки развития событий. Еще невозможно просчитать. Слушайте интуицию. Она у вас будет работать по максимуму. И в то же время логика ваша тоже работает хорошо. Вы можете соединить первое и второе. И, видимо, поэтому у вас будет какая-то победа. Тут будут важны как и приезды людей к вам, так и ваши поездки. Это все как к победе ведет. Или вот то, что я подробно рассказала по пажу мечей. Когда мы честны сами с собой, ну нет смысла что-то продолжать. А вот к победе ведет какой-то определенный путь. Или начинается эта победа с первого шага. Вот что-то такое вы будете пересматривать. И явно что-то передумывать, пересматривать. Собственно, и тут нам карты пасьянса о чем-то подобном говорили, как будто требуют обстоятельства или какие-то возможности. Ладно, продолжение следует вот этой темы, давайте узнаем. Восьмерка мечей, ну, знаете, сомнений будет много. А надо ли? А что это? А стоит ли доверять? Ну, доверьтесь, наверное, судьбе, потому что восьмерка мечей – это карта искаженного восприятия. Мы люди, и сомнения – это то, что нам присуще. Но карта говорит, открой глаза. Вот что тебе сейчас у тебя есть или чем ты располагаешь? Свои ресурсы, время, знания, возможности. Это все равно нужно в какую-то иную плоскость переложить. Но для того, чтобы сделать что-то максимально правильно, мы, наверное, вот как этот паш мечей, посмотрите, насколько молодой человек, так он смотрит где-то упрямо, ну, где-то и жестко. Потому что, ну, нет смысла самому себе какие-то выстраивать иллюзии, с другой стороны, и горевать-то вроде как не о чем. Но есть сложилась какая-то реальность помимо нашей воли, и если мы
Снимем повязку с глаз, да, ведь нас ничто не держит, понимаете? Самое главное, вас ничто не ограничивает. Поэтому продолжение, вот то, чего вы определите, это будет победа, и это будет продолжено. Но мы ведь все разные. Кто-то на это и не решится. Не решится посмотреть правде в глаза, не решится самого себя как перестроить в новый фарватер. Я тоже это допускаю. Но повторюсь, что будет продолжено? Только то, что вы себе определите. Ведь ничего, по сути дела, не держит девушка, которая нам изображена на этой карте, и вот вся вот эта обстановка вокруг нее. Это ей кажется. Она смотрит вглубь себя. Поэтому мысли, они такие сложноватые. Нам что-то может не нравиться. Будет ли продолжено? Да, нам наоборот говорят, тебе дается этот период, словно оттолкнуться от него, что-то стабилизировать для себя самого. Но ведь посмотрите, такая солнечная карта. Это, тем не менее, в какой бы ситуации вы ни находились, тем не менее у вас что-то и стабильно есть. И именно от этой стабильности нужно как будто отталкиваться, не добавляя себе этих эмоций, добавляя только мужество. Ну, давайте, продолжение следует. Волшебное какое-то продолжение следует. Вот, видимо, сила первого шага, сила желания, сила намерений. Может быть, даже план какой-то вы будете составлять. План максимум. Как не куда я иду, а куда я хочу прийти в конечном итоге. А вот куда я иду, тут мы будем корректировать. Но по шестерке пентаклей, мои дорогие весы, тут, знаете, помощь высших сил. И это карта такого, знаете, максимально волшебного баланса. Шестерка. Здесь и, да, финансовый момент идет. У кого-то вопросы работы вы можете стабилизировать, и вопросы заработка. Для кого-то, ну, может быть, и перекликается с финансовой историей. Это и личная история, или вопросы дома, семьи. Опять же, снова повторяю, здесь все едино, понимаете? Тут нет каких-то разрозненных частей. Для вас все важно, потому что именно вот баланс, может быть, и достигается, когда вы все складываете как-то красиво, как вам, мои дорогие весы, нравится. Вот вы должны чувствовать себя счастливым. Вы должны чувствовать себя наполненным. Вот для вас внутренний вот этот баланс, комфорт – это ваше все. Это основа ваших и дальнейших планов. Еще одновременно побед. Но высшие силы вам помогают в ближайшие дни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые весы. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы откликаетесь, пишите искренние комментарии. Оставайтесь со мной. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.